В армию я пошел 28 января этого года. Многие ребята с моего подразделения удивляются. Говорят: Родион Иванович, что вас потянуло в армию? Для начала я, наверное, представлюсь. Кашель Родион Иванович, журналист, поэт, писатель. Я думаю, в Крыму меня многие знают. Издана книга, вторая сейчас находится в издательстве. Скоро тоже увидит свет, надеюсь. Так вот, с лета я прошел медицинскую комиссию и бомбил военкомат. В конце концов, в январе спросили, так как по специальности я являюсь радиомехаником, спросили: можешь пойти связистом? Говорю: естественно, это очень недалеко. И в январе был направлен в Полтавскую учебку связи. После месяца обучения нас направили, меня и, кстати, еще 3 человек с Криворужского района. Это Дима Крицкий, еще один парень с Лозоватки. Я прошу прощения за память, просто забылся. Мы были в учебке в одной взводе, в одном роте, и нас же направили в одну 30-ю бригаду. 30-ю бригаду практически после 2 дней перебивания в Новоград-Волынске нас определили и сразу же были отправлены под Артемовск, где на то время базировался наш первый артиллерийский дивизион. То есть мы были направлены в артиллерийскую группу 30-й Новоград-Волынской механизированной бригады. Фактически, естественно, так как не артиллеристы, а связисты, нам все приходилось учить заново. Потому что, ну, понимаете, идет война. И каждый человек, на войне главное что? Главное взаимозаменяемость. То есть любой человек, чтобы сумел, ну, хотя бы в какой-то степени заменить другого человека. Ну, это так. Как говорится, вкратце о войне и всем остальном. Теперь больше всего хочу рассказать о том, что же меня позвало пойти. Ведь так же, как я и тот же Дима Крицкий, Дмитрий Александрович, который младше всего, на меня всего только на 2 года. После 50 лет у нас призывают только, ну, как говорится, с добровольного согласия. Вызывает военкомат и спрашивает: вот заставить вас никто не имеет права, но если вы согласны, если вы можете помочь, то мы вас просим. Ну, во всяком случае, со мной было именно так. Так вот, почему я и многие люди моего приблизительного возраста согласились? Да по одной простой причине. Чтобы это все безобразие не добралось к нам. А ведь оно кажется, что далеко, это очень далеко. От того же Донецка до границы с Днепропетровской областью всего каких-то 40 километров. Это немного. От Донецка до Днепропетровска 230 километров. Вы сами подумайте, это очень небольшое расстояние. И не стой мы на этой границе, все могло бы очень быстро прийти к нам. Что творится на той стороне? Ну, рассказывать я не могу, так как я имею только свидетельство, как говорится, с 3-х уст. Или, в крайнем случае, с телевидения. Ну, телевидение это понятно. А вот с 3-х уст, ну, я могу сказать одно. Сотни людей, бывших боевиков, которые приходят к нам. И которые говорят: извините, ребята, мы верили, мы хотели, мы думали, что это будет ДНР, мы верили, что Россия нам поможет. Но мы ошиблись. Мы увидели, к чему это привело. Ребята, вы нас извините,
разрешите нам теперь искупить кровью свою вину. И многих после проверки, что они не совершили каких-нибудь злодеяний, ну, в смысле изнасилований, жестоких убийств и прочее, они идут к нашей ряды и воюют против бывших же своих соратников. Но я не знаю ни одного случая, ни одного, чтобы кто-нибудь из наших перешел на ту сторону. Если бы такой случай был, я думаю, бы российское телевидение о нем бы так раструбило, что это было бы давно известно. Значит, таких случаев не было. А случаи перехода на нашу сторону, где вы это видели лично там где-то как? Да, были. Ну, может быть, вот этот самый известный этот Козырь, который недавно перешел. Я лично не видел, но именно наша 30-ка, он туда приходил, то есть наши ребята, и он же говорил, что фактически там ведется война по советским образцам. Набирают людей, сзади стоят заградотряды. Давайте, господа ДНРовцы, вы хотели свободного Донбасса, и, как говорится, под русскими стволами их заставляют идти в атаку. А сами сепаратисты, в смысле сами украинцы, сколько их там на самом деле осталось? С кем вы воюете? С сепаратистами или все-таки с регулярными войсками? Ну, видите, я не разведчик, я не могу дать те данные, которые я не знаю. Я являюсь артиллеристом. То есть наша задача прикрывать пехоту. Но что вам известно вот на эту тему? Но из того, что я знаю, именно от тех ребят, которые переходили на нашу сторону, и потом рассказывали, что, ну как сказать, многие действительно верили в это. Но после того, что начало твориться там, после вот этих разборок, когда оружие раздавалось всем, кто только хотел, свободно, приходи, получай автомат, записывали только паспортные данные, и все, ты получил оружие, и считалось все. Получил оружие, и ты уже царь и бог. Ты можешь зайти в магазин, не оплачивая, что-то взять. Сколько в процентном отношении воюет на стороне ДНР российской армии, и сколько самих сепаратистов местных? Я не могу сказать, я же действительно не эксперт. Но я знаю только одно, что как раз руководит всем за спиной стоит именно российские военные. То есть сами это же со слов, те, которые нам сдавались в плен, они сами же говорили, то есть фактически руководят всем им. Они являются всего лишь ширмой, как бы прикрытием. Они, некоторые это выступают по российскому телевидению. То есть практически все держится только на регулярных российских частях. И, кстати, как артиллерист, там у нас многие замечают, есть разница, когда обстреливают именно ихние, ну, полуобученные люди, когда обстреливают именно регулярные российские части. Ихние бьют беспорядочно, очень редко, когда попадают, когда же бьют профессионалы, и тем более, как видимо, по наводке то ли с беспилотников, то ли с других, тут я не могу сказать и что-либо говорить, то как раз снаряды ложатся очень точно и куда надо. Для них. Ну, естественно, для них, не для нас. Хорошо, а в чем состоит ваша задача вот на передовой? Ну, я служу в первом арт-дивизионе, первая гаубичная самоходная артиллерийская батарея. Вот это видно, кстати, на шевроне, которая носит название «Приводы сходу». Почему приводы сходу? Да потому что нас почти никогда не видно. Если, допустим, солдаты, которые стоят в окопе, они, понятно, они привязаны, они держат свои рубежи. Наша задача быть незаметными. Вот мы сейчас говорят про минские договоренности, о том, что нельзя применять тяжелое вооружение. По этому поводу я могу сказать одно. Никогда, я лично не знаю, но во всяком случае в моем подразделении
и тех людей, которые я знаю, та же самая 17-я бригада, которая не так далеко от нас стоит. Я не знаю ни одного случая, когда бы у нас открывали огонь первыми. Не знаю таких случаев. Мы всегда действуем только в ответ на обстрел тяжелым вооружением нашей пехоты. Начинают крыть снарядами пехоту. Нам поступает сигнал с такой-то точки, боевая тревога, мы выезжаем и по заданным координатам, естественно, наносим ответный удар. Ответный удар, слава богу, насколько я знаю, мы наносим довольно-таки точно. И еще могу сказать, нет ни одного случая, когда бы мы стреляли по жилым районам. Очень часто бывает, что ведется обстрел из тяжелого вооружения и именно из жилых районов. Здесь наше командование, и не могу сказать как, что, это не моя задача, вы сами понимаете. Они, наверное, находят другие пути, как можно обезвредить эти обстрелы. В этом случае мы молчим, хотя иногда несем очень тяжелые потери в пехоте. Потому что ответ мы не можем стрелять по жилым кварталам. Любое вооружение, вы понимаете, точность обстрела у нас считается до 50 метров. Представляете, что такое 50 метров в жилом квартале? Это же не снайпер. И потому у нас никогда нет обстрелов жилых кварталов. Мы только можем бить, когда обстрел с противной стороны ведется именно с открытых территорий, нежилых. А какой калибр у вас? У нас 122 миллиметр, это 2С1, самоходные гаубицы. В чем лично состоит ваша задача, как бойца этого подразделения? Я являюсь старшим радиотелефонистом, то есть моя задача состоит в том, что, находясь в КШМ, командно-штабной машине, я принимаю команды от старшего, от управляющего огнем, то есть руководящий именно артиллерией нашей бригады, он мне передает координаты. Эти координаты я непосредственно передаю или же старшему офицеру батареи, или же непосредственно комбату, который, естественно, передает их дальше на орудие. Именно по моим координатам, то есть от точности передачи и быстроты моих координат зависит очень многое. Расскажите по вот эти вот планшеты, которые вот волонтеры 5000 планшетов со специальным программным обеспечением предоставили артиллеристам. Насколько они эффективны? Это очень прекрасно. Дело в том, что до этого были специальные разработанные книжки по быстрым настройкам, но это все равно занимало время. По современным планшетам, во-первых, планшет сразу же позволяет по спутнику определить наше местоположение, дает погодные условия, скорость ветра и прочее. Поймите, даже при любой тяжести снаряда скорость ветра имеет очень большое значение. И поэтому учитывается все. Температура воздуха, скорость ветра, высота, давление воздуха. И при помощи этого планшета, буквально в несколько секунд мы можем внести корректировки по наведению на цель. И именно это позволяет нам бить более точно. Я могу сказать уже конкретно. Именно нашей батареей было уничтожено как минимум 2 склада боеприпасов, подбито несколько боевых машин. Извините, о живой силе не хочу говорить, потому что неприятно, но были потери с той стороны в живой силе. Большие? Большие. Вот эти вот планшеты предоставили волонтеры, да, около 5000 штук, да? Предоставило нам Министерство обороны, но разработано оно было именно армией СОС, волонтерами.
То есть без них Естественно, естественно. То есть волонтеры передали командованию, и уже там, когда они прошли испытания, ну вы же понимаете, так просто привести планшет, это То есть они с программное обеспечение? Да, само программное обеспечение было проверено специалистами Генерального штаба, и после этого уже централизованно передано на наш дивизион и на другие дивизионы, ну конкретно в данном случае нашей бригады. Насколько эффективно или насколько точно стреляют ДНРовцы, ну вот, или ВСУ? То есть насколько, кто более точнее? Так понимаю, это контрбатарейная борьба происходит, собственно говоря, да? Да, в основном у нас... Кто побеждает в этой контрборьбе? Ну, дело в том, что здесь очень тяжело сказать. Вот если бы сказать, что мы конкретно подбили, не удается, потому что мы являемся самоходными орудиями, и, как правило, они тоже бьют из самоходных орудий. И здесь в чем задача? Самоходное орудие отстреляло и моментально покинуло позиции, чтобы ее не успели засекти. То же самое делаем мы. Именно благодаря этому, до сегодняшнего дня мы, во всяком случае, наш дивизион не понес пока потери в живой силе. И не было подбито машин. Потому что сама самоходка, броня, это естественно, но это в основном противосколочная броня. Прямое попадание любого снаряда, даже РПГ, то есть ручной противотанковой гранаты, ракеты, реактивной противотанковой гранаты, оно легко пробивает броню. А легко пробивает броню, это можно считать и погибшим весь экипаж. И дай Боже, чтобы не взорвался боекомплект. Потому в основном задача, как говорится, заставить их замолчать и перебазироваться. То есть не дать возможности им крыть нашу пехоту. Иногда, как говорил уже, то есть бьем уже по конкретным целям, которые передают наши разведчики с той стороны. И мы уже, как были, допустим, уничтожены боесклады или, допустим, та же бронетехника, это уже, как говорится, работа нашей разведки. Насколько эффективна наша ответка, насколько она эффективна? Очень эффективно. То есть, фактически, они бьют до тех пор, пока не вступаем в бой мы. После этого они затихают, меняют позицию, переезжают на другую сторону. То есть здесь уже начинается совсем другая перестрелка. И во всяком случае в это время уже пехота может хотя бы немного передохнуть. А как вы засекаете, откуда идут залпы? Для этого существует специальная артразведка, которая именно с помощью специальных звуковых и других приборов, то есть засекает, откуда идут по звуку, по вспышкам выстрелы, или передает координаты. А говорят, что американцы предоставили радары специальные. У вас они задействованы, ваши? К сожалению, мы очень бы хотели. С помощью этих радаров, конечно, более точный и более лучший был бы ответ. Конкретно у нас нет. Они, наверное, где-то поставлены на вооружение. В нашей 30-й бригаде их нет, это точно. А 30-я бригада это ваша какая? Это Новоград-Волынская отдельная механизированная бригада. Вам приходилось встречаться с пленными, сепарами, как они? Нет, конкретно этим занимается совсем другое, это в основном занимается этим спецназ. Допустим, я даже могу сказать, учебку, заканчивал я полтавскую учебку связи, и нам показали переданное, что, показали одну радиостанцию, новейшую, американскую. Это очень крутая радиостанция. В рюкзачке она вместе с 2 запасными аккумуляторами весит все только 20 килограмм. Причем это именно как батальонная радиостанция. Она рассчитана на то, что к ней подключается до 100 индивидуальных трубок, наподобие Motorola, вы видели, которые носятся такие индивидуальные. И она засекти такую радиостанцию практически невозможно, потому что в течение 1 минуты она в произвольном порядке до 100 раз меняет частоту.
Ее невозможно ни засечь, ни заглушить. То есть это цифровая станция, да? Да, это цифровая, абсолютно У вас используется новейшая. У вас они используются, да? Нет, у нас они, к сожалению, не используются. Где не используются, я опять не знаю. Я знаю, что вооруженные силы 100 штук их закупили, они нам поступили, а вот где используются, ну, честно, не знаю. Ну, наверное, на более нужных участках фронта, я же не могу сказать в данном случае. У нас используется обычная Моторола, кстати, довольно успешно используется. Ну, хотя не всегда помогает. Очень часто приходится, как говорится, пользоваться обычным мобильным телефоном. Пока еще мобильные телефоны остаются самым надежным средством связи. Насколько часто вот ДНРовцы или кто там, ЛНРовцы, да, где вы находитесь? ДНРовцы. Мы стоим под Дебальцево. Как раз, что я хочу сказать, мы стоим именно недалеко от родины нашего великого поэта Владимира Сосюры. Это же его известная 3-я рота. Так поселок и до сих пор называется ротой. Так вот, роты от нас находятся где-то, ну, за нами, то есть вглубь украинской территории, где-то на 15 километров. Насколько часто ДНРовцы лезут, то есть начинают в атаку лезть? Ну, практически, вот, начиная последние 2 месяца, наши ребята работают практически каждую ночь. Иногда бывает, конечно, работаем круглые сутки, но редко. То есть иногда выходит даже по 4 боекомплекта выстреливает каждая машина. То есть лезут только ДНРовцы, наши вперед не идут? Никогда. Мы никогда, ни одного раза не было, чтобы мы лезли первыми. Ну, вы вообще беседовали с пленными ДНР? Нет, ну, это не моя задача, вы сами понимаете. Там... Я не брал пленных, и если видел, то только издали. Ну, а вы не знаете, что они там, что они говорят, как они, почему они лезут вперед? Почему они все время лезут, зная, что они будут уничтожены? Зачем? Но они опять же, честно говоря, если бы я мог говорить, я бы, может быть, и расспросил, но у меня не было. Говорить, допустим, с 3-х уст, это, ну, несерьезно, честно говоря. То есть это мы можем и так увидеть по телевидению, это будет та же самая испорченная информация. А первичной информации по этому поводу я не имею. Какие какие-то интересные события, которые происходили? Вот, интересных событий много. Самый интересный народ, который живет, вот именно само отношение. Я могу рассказать 2 таких интересных события. Это, во-первых, стоит позиция, и на нейтральной полосе, так сказать, находится поле пшеничное. И здесь... Я не видел, я как просто слышал переговоры по рации, так как радиотелефонист. Запрашивает наша пехота у командования. Здесь пришел запрос на уборку хлеба. Чтобы завести комбайн и убрать. Я говорю, да, конечно. Причем слышу ответ. Они уже, по-моему, с той стороной договорились. И вот представьте. Идет война, в любой момент, ну, честно скажу, как раз перестрелок не было ни с той стороны, нет, потому что, наверное, все-таки есть какое-то уважение к тем людям, которые нас кормят. И вот позволили вот этим фермерам, которые действительно рискуя, там же могли быть и растяжки, не разорванные снаряды, и тем не менее, рискуя, они убрали вот эту всю нейтральную полосу, засеянную хлебом. Это в каком городе или поселке? Это в районе Дебальцево. Мировское, Мироновская ГЭС. Это недавно было? Да, это вот летом, этим летом, вот совсем недавно. Еще один могу рассказать эпизод, хотя я лично не был свидетелем, это рассказывали ребята. Это когда наши отходили от Дебальцева. Наша батарея тогда прикрывала отход. И здесь мы стояли на дамбе, наши ребята стояли на дамбе Мироновского водохранилища. Идет обстрел с обоих сторон. Некоторые снаряды не долетают и разрываются прямо в воде водохранилища. Здесь подъезжает «Жигули» Копейка. С нее выходит мужичок, достает надувную лодку, ее надувает.
И прямо вот между двух огней плывет по этому водохранилищу. Естественно, ну, ребята удивлены, что как. Он где подплыл, ну видели, что это вытянул сетку, спокойно это самое загрузил в машину. Ну и здесь же ребята ну, останавливают ее, что он сразу бежит, достает документы, ребята, я свой, вот посмотрите, у меня все документы в порядке. Ну здесь спрашивают, ну ты слышишь, ну стреляет, вроде взрывается, все. Говорит, не, ну ребята, вы поймите, я там вчера поставил сетку с рыбой. Ну, во-первых, жалко сетку, а во-вторых, ну, теща очень так попросила рыбу. Ребята, ну, засмеялись и сказали, ну, молодец, давай вези теще рыбу. Ну, а что-то такого, трагических каких-то таких ситуаций? Трагических много, но не хотел бы я сейчас вспоминать трагические. Там есть и могилы. Сейчас очень полюбили россияне бить этими бетонобойными снарядами, которые специально для того, чтобы пробивать наши укрепления. Ну, это не сепаратисты, так понимаю, это уже регулярная российская армия. Там мы стояли, где как раз похоронено 4 бойца. У меня есть фотография, кстати, она расположена на моей странице в Фейсбуке. Когда такой снаряд попал, ну, вытягивать там уже практически после такого снаряда невозможно. В чем заключается сила этого снаряда? На вершине нету никаких осколков. То есть для тех, кто находится на поверхности, он почти безопасен. Но попадание этого снаряда... Фактически блиндаж полностью, там после него там нечего делать, там нечего доставать, там все разрушено. И так и поставили хрест, так и стал этот блиндаж могилой 4 нашим ребятам. Ну это не 30-я бригада, нет? Нет, не 30-я бригада, ну наши ребята, наша армия. Сколько в процентном отношении там регулярных войск сейчас вот на нашей территории? Ну, на нашей? Да, на нашей. Именно вот. На нашей сейчас там, насколько я знаю, насколько я могу судить визуально, постоянно ведется укрепление, делается проводятся инженерные работы. То есть очень будет тяжело прорвать эту оборону. Чтобы прорвать эту оборону, ну я не знаю, наверное, надо будет задействовать авиацию, ракеты, то есть уже начать полномасштабную войну. И то. Чтобы ее прорвать, это придется противной стороне, ну, очень много жизней положить. Мы уже многому научились. То есть со стороны ДНРовцев они и российской армии, там они сделали большие укрепления? Нет, с нашей стороны. Вот как раз именно с нашей. Вот еще вы говорите сейчас про нашу сторону, да? Да, я говорю именно про нашей. С нашей стороны укрепления, насколько они мощные? Очень мощные. Очень мощная, да? Там постоянно ведется работа. Кстати, еще одно, вот это задавалось, что сейчас ДНРовцы вот на тех же самых минских переговорах говорят, что вот украинская армия собирается идти в наступление, мы только обороняемся. Ну вот любой военный специалист сразу определит, какая армия обороняется, которая идет в наступление. Армия, которая идет в наступление, незачем строить укрепрайоны и рыть большие укрепления. Ну зачем при наступлении, они просто быть не нужны. А вот та сторона, которая собирается не в наступлении, она вообще ничего не стоит, потому что она собирается идти дальше. Так вот, со стороны ДНРовцев практически никаких серьезных новых таких укреплений нету. Они в основном прячутся в промзонах, в жилых кварталах. То есть подставляют людей? Да. А вот строительство укрепрайонов не ведется там, это однозначно. А у наших идет... Очень серьезная работа именно по строительству хорошего укрепрайона, чтобы не дать врагу прорваться дальше. У ДНРовцев и у россиян есть шансы прорвать нашу оборону? Хоть какой-то? Шансы, извините, в 1940 году прорвали даже в финской войне, потеряв, не знаю, миллионы, ты сотни тысяч людей потерял. То есть, если они хотят прорвать, то они потеряют... Если они не будут жалеть ни людских ресурсов, то можно прорвать любую оборону, это понятно. Но хватит ли у них на это смелости, денег и людских ресурсов, вот это я не знаю.
Во всяком случае, укрепрайоны, те силы, которые сейчас существуют и на данный момент находятся, если не подключить к ним те силы, которые стоят на границе с нами, а именно те, которые сейчас находятся в районе ДНР, и прорвать им нереально. А сколько им надо положить людей, чтобы, например, пройти хотя бы? Ну, это опять же, это, наверное, вопрос к военному специалисту. Ну, сотни тысяч человек. Я журналист, я не военный специалист. Не могу сказать, сколько людей. Ага. Какие-то еще интересные такие ситуации? Ну, А друзья? главная ситуация, могу сказать, одно. Вот недавно, когда я приехал в город, было замечено одним моим другом, сказана такая фраза. Я пожалел собачку возле вокзала, и, между прочим, было замечено. Вот ты жалеешь кошечек, собачек, а убиваешь людей. На что, естественно, ответил: кошечки, собачки. Не видел, чтобы они носили оружие, и они не нападают. И во-вторых, те люди, которых я убиваю, они имеют такой же шанс убить меня. И это они пришли убивать меня, а не я к ним пошел их убивать. Вот это очень большая разница. А какой моральный настрой вообще вот в ВСУ, в бригаде? Моральный настрой один там, стоять до конца. Многие даже ребята, которые вот сейчас демобилизуются, многие из них говорят так. Вот я месяца 3-4 отдохну, думаю, ну устали, вы понимаете. Год в окопах это тяжело. Это по-любому тяжело. Тем более было Дебальцево с тяжелыми отходами. Ну даже без боевых действий, ну поверьте мне, год прожить в окопах, даже без боев, это очень тяжело. И поэтому, естественно, семьи, побыть семьей, они сказали, месяца 3-4 отдохнем, и опять, ребята, мы к вам вернемся. А много добровольцев в бригаде? Нет, я не сказал бы, что много. Ну, как один мой товарищ сказал, говорит, я не доброволец. Но когда мне пришла повестка с военкомата, я ни одного дня не сомневался. Потому что я знал, если я не пойду, то кто тогда пойдет? Это моя страна. Если не мне защищать, то кому же? И тем более я еще прошу учесть, что как раз возраст, средний возраст у нас гораздо более 30 лет. Есть несколько ребят очень молодых, чуть больше 20 лет. Ну, их немного, 2 или 3 человека. И, кстати, наш вот старший офицер батареи, который вот после демобилизации нашего командира батареи, он тоже, кстати, призван из Киева, Савченко Александр Николаевич. И вот буквально на днях, вот уже в начале сентября, будет демобилизован. И сейчас все дела передает молодому офицеру, который вот этой весной, ускоренным выпуском, закончил военное училище. Ему только 22 года, но это толковый молодой человек. Степанюк Виталий Владимирович из Ровенской области. Он комбат? Ну, он сейчас лейтенант, считается старшим офицером батареи. Но принимает дела сейчас у комбата, и это будет наш... А батареи сколько у вас саушек? Ну, в батарее обычно 6 орудий. И, ну, не считая техника, которая помогает, вы же понимаете, это надо машины для подвозки снарядов, это как минимум 2 командно-штабные машины, кухня, ну, это очень много техники. Ну, снарядов хватает, проблем нет с снарядами? Снарядов хватает. Хотя, конечно, все, в основном снаряды это 70-х, 80-х годов. И здесь просто удивляешься, сколько же в советское время наклепали этих снарядов. То есть хватит на много лет, да? Да, на много лет. Это при том, что их воровали, продавали направо-налево. Склады взрывались, а там неделями разлетались. И все-таки снарядов еще осталось много и очень много. А как в бригаде, как в ВСУ вообще относятся к правому сектору? Как вы относитесь к правому сектору? Они с вами вместе... Честно говоря, ну, я не могу сказать, рядом с нами его нету. И этот вопрос, ну, честно говоря, ну, не доходил у нас о правом секторе вопрос, потому что у нас, ну, хватало своих вопросов. Ну, лично вы как относитесь? Ну, лично в некоторых вопросах, допустим, вот то, что они
воюют и все хорошо, это да, я поддерживаю. Некоторые вопросы, я считаю, у них идут чисто провокативные. То есть, нет у меня однозначного такого ответа, чтобы я мог сказать однозначно за или против. Я пока еще, честно говоря, сам изучаю, что же такое правый сектор. Вообще-то добровольцы. Добровольцев я поддерживаю. Которые даже зарплату не получают. Нет, я имею в виду не саму организацию, не добровольцев правого сектора, а именно саму организацию. За добровольцев там нет вопросов. Люди, которые пошли воевать, это понятно. Там по поводу любых людей, которые воюют с нами, у нас то есть это патриоты, сомнений. да? Это патриоты, у нас нету сомнений. Кстати, вот еще один был вопрос. Очень интересно, опять же сказанный одним моим другом. Это по поводу того, что пошли ли воевать за деньги. Не знаю, это вообще-то вопрос смешной. У нас большинство ребят, которые со мной служат, это вполне успешные ребята, которые, мягко говоря, от безденежья не страдали. Вот я могу назвать Витю Лихоноса, это наш старший сержант. Раньше это назывался старшина батареи, сейчас это называется старший сержант. Он возглавлял охрану одного киевского банка. Его зарплата там во много раз превышала тот оклад, который он сейчас получает, даже включая доплату за АТО. А сколько он сейчас получает? АТО это практически, минимальная зарплата получается, если вместе с АТО, это рядового, около 6 тысяч. Так как сержанту там, наверное, больше, не знаю, я же чужих денег не считаю, я думаю, получает. Я могу сказать, что не такие уже большие деньги. Я знаю только, что, скажем, подполковник, командир дивизиона, чистыми получает, не более 15 тысяч. Это вместе с доплатой за боевые действия. То есть, если и так разобраться, то есть чистыми, как в мирных условиях, он бы получал бы около 7 тысяч. Чуть больше. Небольшие деньги для подполковника. Как часто ДНРовцы или россияне, это одно и то же, собственно говоря, обстреливают позиции ВСУ в день? То есть это бывает, что какой-то день они это пропустили? Или не каждый Нет, день? бывает, конечно, что и пропускают. Я в отпуске звонил, там было, что даже 3 дня наши ребята не стреляли. Обычно это, я говорю, начиная с мая месяца, это фактически, можно сказать, как работа. Начиная с 6 вечера и где-то до 4 часов утра идет обстрел. То есть они стреляют, ДНР? Да, начинают они, естественно, нас поднимают по тревоге, мы стреляем в ответ. И здесь, как говорится, меняем позиции, то есть идет охота друг за другом. А ОБСЕ вас посещает? Обязательно посещает, приезжает в лагерь. Причем самое интересное, замечание ОБСЕ. Я как раз в это время находился, подменял радиотелефониста в штабе, который был в отпуску. В штабе именно дивизиона, не батареи. И здесь к штабу дивизиона подъехали 2 машины ОБСЕ. И мы же записали офицеров, которые представляют ОБСЕ. Самое интересное, 2 российских офицера, 1 серб и 2 грек. То есть фактически серб тоже на их стороне. Вы уже поняли, что представляет. То есть это фактически приехала разведка. Фактически это российская разведка. Да, которая ездила, записывала номера наших машин. Да, то есть это явно непорядочно с этой стороны. Да, это явно непорядочно, как вы понимаете. Тем более 2 российских офицера из 4. То есть объективности там ОБСЕ особо не страдает, да? Да. То есть вы сами понимаете, и поэтому отношение у нас к ОБСЕ, мягко говоря, тоже соответственное. Еще что я хотел заметить, это свободное времяпрепровождение. Как раз свободное времяпрепровождение для нашей армии до сих пор остается очень больным вопросом. Как мы радуемся, когда к нам приезжают волонтерские концерты. Дело в том, что мы же не постоянно на передовой. У нас наш базовый лагерь по минским договоренностям находится за 50 километров от передовой. Это где-то в районе города Солидара, Артемовского района.
И вот часть наших орудий находится на передовой, на выезде, часть находится там. И каждую неделю мы меняемся. То есть неделю ребята проводят на передовой, неделю находятся в базовом лагере. На передовой понятно. Там идет фактически ежедневная работа, там жесткий закон войны. Здесь не до отдыха. А вот когда приезжают обратно, здесь при обслуживании техники и всем прочем, все равно свободного времени очень много. Ну, представляете, что такое много взрослых мужчин, которым уже давно за 30, при, естественно, отсутствии женского пола, ну, какое развлечение? Водка. Ну, не только. Но, во всяком случае, вы сами понимаете. И как наши ребята радуются, когда приезжают волонтерские концерты. Здесь моментально ребята и постираются, погладятся, и все побритые, чистые. То есть, вы понимаете, ребят это сразу подтягивает. И, к сожалению, их таких концертов очень-очень мало. Вот я бы хотел обратиться по-любому детские, любые коллективы, ребята, почаще приезжайте, вы нас этим очень-очень детские, насколько безопасно туда приезжать детским коллективом? Ну, допустим, если мы находимся в базовом лагере, это является желтой зоной, там практически полностью безопасно. Там ни обстрелов, ничего нету, ну туда, это 50 километров от передовой. Ну, ураган, в принципе, долетит туда. Нет. Но, во всяком случае, я не знаю, чтобы хотя бы один выстрел туда долетал. Может, конечно, если некоторые ракеты и 1000 километров берут, но, слава богу, у нас до этого не дошло. Так что я не думаю, что там какая-то реальная опасность. А так как постоянно идет ротация, то есть сейчас ребята отдыхают, сейчас приезжают. И вы поймите, что вот эта поддержка вот такими концертами, это очень-очень большое дело. И книги, да, кстати, вот это я должен поблагодарить. Это приезжали наши криворусские волонтеры. Кстати, к сожалению, меня тогда не было, я не успел спросить их фамилия, именно кто, с какого района приезжал. Дело в том, что сейчас, раньше криворусцев у нас было только 2 в нашем дивизионе. А сейчас у нас появился такелажный взвод, там 4 человека самого Кривого Рога, плюс еще 2 человека с Криворожского района, и еще 4 человека это с Никополя, Марганца. Ну, то есть, как вы понимаете, все наши земляки. И приехала, вот к чему я веду беседу, приехала микроавтобус с криворусскими волонтерами. Как раз на палатке они повесили флаг Кривого Рога. И принесли, ну, очень много были минеральной воды, ну, то есть, то, что привезли, уже не хочу говорить, все. И именно вот эта помощь, и сразу, когда появился флаг Кривого Рога на палатке, мне уже как-то стало более приятно. Тем более, что вроде бы казалось, где Новоград-Волынский и где Кривой Рог. Какой Волынский? А, ну что, часть ваша. У нас же часть Новоград-Волынская. И здесь, как говорится, в Новоград-Волынской части появился именно наш родной флаг, именно Кривого Рога. Это всегда приятно. Ну, вообще вот по потерям. У ДНРовцев, я так понимаю, на порядок не больше, да, всегда? Ну, по потерям, опять же, это, скорее всего, надо бы спецназу, пехоте. Мы же, говорю, наша задача прикрывать. Ну, у вас, например, ваша батарея, которая делает контратаку, не потеряла ни одной машины и ни одного человека. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Ну да, если потери были, то это были не боевые потери. Ну, вы понимаете, машины старые. Вот по поводу машин я могу сказать, что наши ребята прошлым летом еще не существовало ни дивизиона, ни нашей батареи. Это все было создано где-то в августе прошлого года. Когда призванные ребята выбирали на складах законсервированные машины, и практически из 3 самоходок собирали одну. Естественно, собирали, как говорится, с минимальной комплектацией. По идее, наша самоходка, гвоздика, так она именуется, она плавающая. Ну это по идее, потому что для того, они уже давно не плавающие, все собиралось именно в минимальной комплектации, чтобы она могла ездить и стрелять. Ну, прежде всего хочу обратиться к молодым ребятам, здоровым,
сильным, которые сейчас пытаются уйти от армии. Мол, зачем нам эта война, прочее. Ребята, не стоит убегать. Громче. Война, это не мы ее начинали, и не наша, но оборона Отечества, оборона Родины, это долг любого нормального человека. И поэтому, если вы убегаете от этого, вы ложите на себя большое клеймо. Из моей семьи воюю я, племянник, который имеет высшее образование и закончил магистратуру. И они не убегали. Ни я, ни он. Ребята, идите защищать Родину.